свою, Игорь, сбросила вам, а себе не сбросила, с которой начинать нужно. Рассказывайте, что у вас будет пока, а я сейчас сброшу свою презентацию. По-моему, я ее уже сбросила, Игорь. Ольга Васильевна, вы мне сбросили уже презентацию. Ага. Вы ее откроете или я сама ее открою? Ну, лучше сами, мне сейчас настроиться надо. Хорошо. Так, девушки, скажите, кто будет говорить о чем? У кого будут рецепты, масок, может быть, каких-то для лица? Про лицо и про волосы кто будет говорить? Про лицо. Первый вопрос. У нас же вроде новогодний стол, причем здесь лицо. Не только. Как подготовиться к празднику? В прямом эфире, между прочим. Да, у нас много чего. Я сейчас ее включу. И сейчас потихоньку буду начинать. Но, ребят, ну у вас же много всего, поэтому я тут не волнуюсь совершенно, что у вас есть рецепты всего на свете. По мере того, как я буду двигаться и рассказывать, да, вы будете понимать, о чем я буду вас спрашивать. Все, полный эфир. Добрый вечер, дорогие друзья. Осталось, я не посчитала часы, сколько нам осталось до Нового года, поэтому мы хотим создать новогоднее настроение, хотим, чтобы все улыбались, и поэтому вот мы постарались, видите, мы все в нарядных платьях, мы с елками, у кого сзади, у кого слева, у кого справа, у кого просто дождик, но все с праздничным настроением. Татьяна Ивановна, улыбаемся. Татьяна Ивановна, все хорошо. Ну, наконец-то закончится этот год, который мы так практически все возненавидели. Хотя думаю, что он не самый плохой. Пусть будет он самым плохим. Он уже скоро закончится. И у нас начинаются самые приятные хлопоты. Это предновогодняя суета, приготовление. И вот об этом мы сегодня хотим поговорить. Что мы делаем и что мы там интересненького нашли для вас, чтобы там действительно будут сюрпризы, поэтому досмотрите нас до конца. Там будет такая картинка, где я спрошу, как вы думаете, что это? И посмотрим, если кто-то быстро ответит, посмотрим вообще, чем вас наградить, например. Итак, Новый год. Сейчас я демонстрацию включаю экрана. Угу. Вот это, наверное, убираю, чтобы этого было не видно, да? Вот как-то так. Итак, Новый год всегда мы ожидаем чуда. С самого детства это волшебство. Я недавно совершенно вспоминала, уже как-то о себе вспоминаешь, когда ты был в детстве не очень часто, уже о своих детях, внуках и так далее. А вот когда о себе я вспомнила, я помню, что родители всегда украшали елку ночью, и подарки тоже туда же и выкладывали. И это всегда, каждый год мы ждали какого-то вот этого чуда. Я помню, что я очень хотела проснуться ночью для того, чтобы увидеть этого самого Деда Мороза. Я проснулась, правда, мне было лет уже 8, наверное, или 9, не знаю, ну так, прилично. И увидела папу, ползающего под елкой, укладывающего там крест какой-то и прочее. Но вы знаете что, я вот сейчас вспоминаю, была ли я расстроена? Абсолютно нет. Потому что, видимо, к тому времени уже была готова к чему-то такому, вот к подобному. И помню, что мне было... Но я была благодарна за то, что вот, оказывается, родители всю ночь не спят и нам готовят подарки. Поэтому любой какие-то вот такие вот интересные вещи для своих детей или для своих близких, которые мы делаем, это всегда запоминается. Это всегда тепло, это хорошее настроение, это дружеские такие вот какие-то общения. В общем, это всегда здорово. Ребята, удивляйте и удивляйтесь. Конечно, мы будем готовить и говорить о предпраздничных и послепраздничных делах. А это не только стол, там у нас много-много всего, предпраздничные и послепраздничные проблемы. Я сначала написала, потом их зачеркнула и оставила задачи.
предпраздничные и послепраздничные. Кроме того, что это нужно украсить дом, поставить елку, все перемыть, перечистить, да, и, как я написала, еще хорошо бы не упасть в обморок и вообще не заснуть за этим самым праздничным столом. Потому что, как обычно, везде все красиво, плюнуть некуда, кроме хозяйки. С хозяйкой вот попроще. Итак, планирование проблем – это наша национальная привычка. Вообще психологи говорят, что это типично для русских. Мы не только на всякий случай их так, мы планируем их как данность. Мы обязательно заболеем к празднику, мы всегда болеем. У нас обязательно все сорвется, у меня всегда все срывается. Мы и сами это говорим, и слушали. Так мало того, когда что-то все-таки случается, мы говорим, ну вот, я же говорил, причем еще интонации могут быть абсолютно победными. А дело все в накопившейся усталости. Нам и не хочется иногда никаких праздников. Просто никуда бы не ходить и ничего бы не делать. И вот здесь вот мы должны четко понимать, мы никому ничего не должны. Мы хотим праздника себе, мы хотим своим близким, и мы вот исходя из этой вот позиции должны понимать, чего я хочу. Я хочу, чтобы были гости какие, кто они и прочее. Но это всегда все равно, особенно для детей, это стресс. И вот удовольствие от этих праздников часто бывает таким сомнительным. Поэтому здесь нужно вспомнить о себе в первую очередь. О себе, потому что нужно привести себя в порядок. И если женщина понимает, что она прекрасно выглядит, что она ухожена, ей легче справляться и с домашними хлопотами, и заботами. То есть первое, о чем мы будем говорить, думаем о себе. За несколько дней до праздника уделить время себе. Может быть, сходить в салон красоты, чтобы блистать на праздника. То есть ни в коем случае никаких новых там масок или новых этих самых салонов красоты. Все проверенные мастера, что касается лица, головы и прочее. Конечно, в Вивасане здесь у нас линейки роскошные. Завод Интракосмет, известный в Европе, один из самых мощных заводов в Европе, который знают все. Он делает продукцию для многих брендов, в том числе и для известного бренда La Prairie. Что это значит? Это значит, компания заказывает какую-то свою продукцию, примерную рецептуру, и завод делает под этим именем. А завод Интракосмет принадлежит компании Vivasan. Ему уже около 100 лет, поэтому он серьезный. И вот здесь предложений много, и очищающая серия, и питательные кремы, и кремы от морщин, тут много чего. Но есть и более удобные, так сказать, рецепты. Кто хочет поделиться рецептами, потому что у нас сейчас в гостях наши эксперты, я хочу вам представить, не буду говорить о них долго, просто представлю. Но Бублиеву Людмилу вы уже знаете, это наш фармацевт, который нас просвещает достаточно серьезно. Марина Алехина, которая сегодня моя соведущая и будет сегодня рассказывать о своих хитростях и рецептах. Татьяна Болгова, у которой наверняка есть кулинарных много рецептов, у нее внуков много. Тем более все мальчишки, их накормить надо. Да, вот. Жанетта Карганова. Подожди чуть-чуть, немножко подожди. Жанетта Карганова, город Тамбов. Жанетта, вот сегодня она как раз и будет нам рассказывать про волосы и про лицо. Я знаю, у нее там много за душой рецептов. Татьяна Панарина. Ну, это наш бог ароматерапии. И вот здесь вот будут очень элегантные и недорогие рецепты, потому что она скажет, куда нужно всего капельку капнуть одного или другого масла. Юлечка Сафонова. Но здесь молодежных рецептов, очень экономичных, четких, прагматичных, мы тоже узнаем, как сэкономить мы сюда. Вот сюда, в это окошечко. Ну, о рецептах она тоже знает много. Но остальные камеры не включили. Я так думаю, если вы захотите, вы потом и представитесь, да, и зададите вопросы или рецепты. Итак, что мы делаем с лицом? Легкие-прилегкие рецепты. Жанетта, слушаем тебя.
Включай камеру. Ой, этот самый микрофон. Так, ну, Ольга Васильевна, всем добрый вечер. Ольга Васильевна выбрала сегодня меня, да, сделать презентацию волосы. Коротенькую, коротенькую, не увлекайся. Короткая презентация. Конечно, я очень люблю эфирное масло и использую их всегда. Добавляю их и в шампунь, и в маску для волос. На данный момент мне очень нравится эфирное масло розмарина. Почему? Потому что эфирное масло розмарин очень хорошо будет заснувшие ваши луковицы. Если за год у вас заснули луковицы, волосяные луковицы, да, то есть у вас еще есть время их разбудить, чтобы у вас был красивый ухоженный вид на новогодние, на рождественские праздники. Поэтому несколько вариантов. Сразу же добавляете эфирное масло, допустим, розмарина уже в готовый ваш шампунь, который выбрали, которым вы пользуетесь, или вы делаете разово, то есть добавляете одну капельку для одного мытья, да, головы. Мне очень нравится, конечно, использовать и масло для волос обязательно после того, как вымыли голову. Ну, не знаю, как вот сейчас видно или нет, мне сегодня, в принципе, нравится, как мне сегодня уложены волосы. Вот, то есть я использовала, перед тем, как уложить волосы феном, я использовала наше масло для волос. Туда же я добавила одну капельку масла апельсина и одну капельку масла пачули, потому что вот именно совмещение вот этих эфирных масел вместе дуэтом, они очень хорошо работают. Во-первых, появляется очень такой красивый блеск на волосах, и он очень хорошо от вас приятно пахнет. То есть ну, такой запах, который не похож ни на что. Вот, и всегда люди, в принципе, всегда спрашивают, а что это у вас за парфюм? На самом деле это эфирное масло. В кремы, конечно, очень люблю использовать эфирное масло розы. Оно сейчас у меня в приоритете. Я уже начала недели за 2 готовиться до Нового года свою кожу, да, подготавливать. Вот, поэтому эфирное масло розы сейчас тоже очень хорошо использовать. Но если у вас нет эфирного масла розы, то очень хорошо использовать, допустим, масло апельсина, потому что масло апельсина очень дает красивый такой подтон кожи, да, легкий такой цвет загара, то есть кожа всегда выглядит отдохнувшей такой, да, как я говорю, как будто вот вы с моря приехали. Вот, потому что не зря же это масло еще и масло хорошего настроения и счастья. Если еще говорить про какие-то маски, то, конечно, очень хорошо использовать наши кремы. Особенно мне очень нравится крем Вивактив, так как в его состав входит гиалуроновая кислота, поэтому гиалуронка, да, и поэтому можете на основе этого крема тоже сделать себе маску. Можете смешать несколько кремов, которые у вас есть, допустим, можно сюда добавить крем Вивактив, можно добавить, если кожа повреждена, можно добавить бальзам Сан-Рока, делается это все 1 к 1 пропорции и добавляйте свое любимое эфирное масло. Очень хорошо работает масло Фенхель, для того, чтобы подтянуть кожу и придать ей упругий вид, то есть такая тургор кожи, улучшается тургор кожи. Добавить масло пачули, добавить масло апельсина, тоже очень хорошо. И просто наносите толстым слоем, да, вот эту маску, и даете ей впитаться, и потом аккуратненько остатки снимаете бумажной салфеткой, обычной косметической салфеткой. Ничего не нужно никаким тоником далее протирать лицо, вы оставляете это, то есть кожа должна напитаться. Но и все равно я сейчас хочу, если с разрешения Ольги Васильевны, хоть это не моя тема, но сейчас хочу вам еще сказать очень рецепт такой интересный, который я использую уже давным-давно, и он именно вот такой вот новогодний. Мне нравится угощать своих гостей в это время не просто чаем, а вот именно таким ягодным чаем. То есть вы можете взять какое-то свое любимое варенье, очень интересное, конечно, малиновое варенье. Я режу туда кусочками масла, режу туда кусочками апельсин. Вот, можно чуть-чуть его поддавить тогда, чтобы сок из него вышел. Но здесь самая интересная фишка в том, что вы добавляете еще масло. Есть у нас одно такое эфирное масло 33 трав. Вот я добавляю смеси масла 33 трав, потом добавляю небольшое количество имбирь на кончике, и можно добавить одну гвоздичку, да, вот, заливаете это, соответственно, и настаиваете 10-15 минут. Чай получается очень потрясающий, вкусный, потому что за весь год мы как-то обычно, ну, используем какой-то обычный чай, там, допустим, зеленый, черный, да, белый какие-то чаи. А это он такой новогодний, вот
23 трав с апельсин, с вкусом апельсина. Я думала, ты только про лицо, великолепно. а тебя уже тут вот как бы я знаю. И Всё, тут... меня понесло, всё, умолкаем. Много рецептов. Если кому-то не хватит, то я еще в конце эфира проговорю. Вот, это самое важное, ребят. Всё. Там столько У меня все. Вот, спасибо, Жанеточка. Столько залежей у каждой из нашей персоны, что будь здоров. Кто еще хочет сказать рецептики для лица и для волос? Переходим уже плавно к волосам. Ну, для лица, Ольга Васильевна, для лица я прям коротко очень скажу. Крем, вернее, смесь вокруг глаз. Вокруг глаз у нас кожа очень тонкая, нежная. И очень легкий такой рецепт, абсолютно легкий, на 10 мл базового масла, это может быть жожоба, авокадо, масло органа, добавляем по 5 капелек иланга-ланга и апельсина, все. И очень аккуратненько вокруг глаз вбиваем пальчиками. Дело в том, что на глазном дне очень тоненькие капиллярчики есть. Вот эта смесь, она не только ухаживает за кожей лица, но она еще дает хорошую работу капиллярам. Она помогает им выполнять свою функцию. Вот, можно немножечко изменить рецепты. Если, допустим, на 30 мл 3 капли пачули, 4 нерали и 2 герани. Это тоже все вокруг глаз. И очень хорошо в крем или в масла или для лица добавлять масло герани. Масло герани создает овал лица, особенно когда, если человек похудел резко, обвислую кожу убирает, именно создает овал лица. Ну, а розы и все остальные, конечно, это здорово работают. Но вот такие 2 рецепта легенькие. Угу. Можно добавить? Танечка, ну я сейчас, секунду, Юль, я еще могу сказать, как профессионал, поскольку у меня про похудение сказали, тут у меня равных нету, я могу туда-сюда несколько раз уже за всю свою жизнь, это было не однажды, и для того, чтобы, для подтяжки кожи, потому что последнее мое было такое, подвиг мой был, мне было уже 58 лет. Поэтому это серьезно. И представьте себе, что моя массажистка сказала, что если бы я сама не делала массаж, я бы не поверила бы ни за что в этот эффект. Это пачули, розмарин, герань, шалфей, да, розмарин, герань, пачули, апельсин, масла, фенхель, масла, которые просто делают чудеса. Это не шутка. Я вообще не люблю очень громких слов, но это действительно смесь, которая работает потрясающе. Буквально по 1-2 капли добавляется в базовое масло и делаете вообще что хотите. На лицо, на тело, на все вообще ваши участки. Ну, девочки, давайте перейдем сейчас к волосам. Да? А то мы сейчас увлечемся и повиснем. Итак, наши волосы. Прошу, кто готов, ну, хотя бы просто в шампуне чего добавить. Волосы это еще, вы знаете, можно использовать однозначно шелковую маску. Для того, чтобы волосы привести в порядок, чтобы они были шелковистые, ими нужно заняться заранее, хотя бы 2 раза успеть сделать шелковую маску. Волосы становятся совершенно другими, они будут мягкие, покладистые, и с ними можно будет сделать легкую, какую хотите, прическу, как угодно их можно будет завернуть, и они будут блестеть. Юлечка, и вы знаете... Тут еще, знаешь, нужно сказать, ну, во-первых, конечно, у нас все начинается с шампуня, у нас много чего, но, надеюсь, шампунь это у всех есть, если нет, то надо сказать, что их хватает на около 50, от 50 до 70 процедур одного нашего шампуня. А что касается маски, у нас есть уходовая такая маска, бальзам и масло без масла, так называемое, которое не смывается. Вот насколько эта процедура? Это около 70-100 процедур, по-моему, да? Ее хватает
Да, у тебя всегда всего хватает больше. Это точно. Но даже посчитайте, если это 100 процедур, раз в 3 дня Да. делать... Ну, просто смысл. Мы привыкаем использовать большое количество. Да. Если мы используем на влажные волосы, большого количества просто маски не нужно. Поэтому эконом-режим, он во всем помогает. Даже если на 100 процедур, вот раз в 3 дня, допустим, кто моет голову, это практически на год этой маски хватает. Шампуня, конечно, настолько не хватит. Там есть один, так сказать, один секрет. Потому что здесь наши шампуни, они без нефтяных добавок, а потому не пенятся, как мы привыкли. Они мылятся, но где-то после 2-го раза. То есть нужно нанести 1-й раз, а потом 2-й раз. Да? И, конечно, волосы, уход за волосами, вообще ухоженные волосы, как говорила Коко Шанель, это один из главных признаков ухоженной женщины. Красивые, блестящие, пушистые волосы. Так что, ну, вот как-то так. Так, а какие эфирные масла можно добавить в шампуни, если нет наших вивасанских шампуней? Я почему хотела как раз прийти, пока говорили о пачули, здесь, наверное, пачули и ланг однозначно нужно выделить. Потому что, ну, розмарин это если у нас там для укрепления волос, пачули и ланг, потому что, во-первых, это афродизиаки. Они дают великолепный аромат, который остается на волосах. То есть это будут ваши, как бы, знаете, индивидуальные духи, с которыми ароматом вы придете, очаруете всех, только не нужно в большом количестве. Афродизиаки применяйте. Очаровывать в большом количестве не нужно. Да. Поэтому и пачули, вот пачули и ланг – это те масла, которые классно использовать и для лица, и для волос. И еще вот, вы знаете, я вспомнила одну такую классную вещь, это мне девушка напомнила. У нас сейчас волшебная ночь, и мы все ожидаем чуда, чтобы сбывались наши мечты. И вспомните о том, что масло пачули – это масло, которое притягивает денежки. И не забывайте капать его в кошелечек. И не можете забывайте... все денежки обкапать, можете в сам кошелечек, где у вас лежат большие купюры обычно, и вы почувствуете вот тот аромат денег, который совершенно будет другой. Как бы это сделать с последним звоном курантов? Рядом с шампанским пачули, кошелек и пачули. Это можно сделать заранее. Понятно. Заряжаем заранее. Главное вспомнить про это, не забыть. Да. Так, спасибо, дорогие мои. Итак, поехали. Алгоритм подготовки к празднику. Да? Ну, здесь все просто. Во-первых, нужно просто сесть и написать. Составить список участников, продумать начало праздника, потому что конец праздника продумать невозможно. Тут уже как пойдет. Мало ли какой гость придет. Сделать приглашение, то есть можно написать там цифровые или там готовые открытки, придумать и сделать подарки для каждого гостя. Пусть это будет маленькое что-то такое, ну совсем ерундовые сюрпризики, незамысловатые, не очень дорогие, но они очень оживляют, они настраивают гостей вообще на нормальный лад. Ну и подобрать, конечно, одежду, может, если карнавальные костюмы, украсить дом, разработать ход и сценарий праздника, да. И вот здесь еще остался только продумать меню и форму организации праздничного стола. Марин, я бы хотела тебе передать слово для сценария праздника. Какие это могут быть игровые моменты, чтобы это было не скучно и весело, потому что, как обычно проходят праздники, многие пришли, сели за стол, попили, поели, поговорили за столом, если успели. Может быть, успели слегка подергаться под музыку, типа потанцевали, и разошлись. Вот для того, чтобы это было запоминающимся, так, Марина Алехина, давай, что можешь нам предложить? Хочу, во-первых, сказать, что давайте вспомним советское время, когда наши родители встречали Новый год. Помните, застолье никогда не проходило без песен. Всегда пели песни. Конечно, сейчас совсем другое время, можно сказать, что песен не поют, и многие не знают, и так далее. Но так как мы давно уже сидим в самоизоляции, можно придумать такую игру.
фильмы. Не обязательно про песни, можно про фильмы. Фильмов пересмотрели в это время очень много. И, соответственно, в какой-то стихотворной форме можно придумать и как бы продлить вот это стихотворение в плане, ну, кто встречает Новый год на даче. Гости должны сказать: джентльмены, удачи. Ну, в общем, вот в таком вот стиле. Вот. И также можно с песнями, конечно, то есть как бы придумать всевозможные вещи. То есть для того, чтобы занять гостей, конечно, много сейчас, и интернет нам в помощь, как говорится. Вот. И я хочу еще немножко добавить по поводу вообще всего праздника. Начну, наверное, с елки. Но если кто-то увлекается фэн-шуем, ну, мало ли там вот захотелось зафэншевать, то в этом году, именно в декабре, елку нужно ставить на западе или северо-западе. И украшать ее нужно, конечно, красным цветом. Вот обратите внимание, моя елка. И зажигать ее красными огнями. Конечно, у меня не вся она красная, но тем не менее. Вот как-то захотелось в этом году. Кстати, когда говорят, что бык не любит красное, ну, немножко истории. На самом деле бык не потому, что он не любит красное, да, вот когда перед ним махают этим красным знаменем. На самом деле бык, он реагирует на движение тореадора, как он двигается, как он вот заманивает его. А цвет не играет никакого значения на самом деле. Да. Да. И по поводу елки. Помимо того, что мы ее поставили, и елки у нас разные, хочу сказать за себя, у нас большой дом, большой холл, почти 40 квадратных метров, и мы всегда елку ставили посередине, огромную сосну. Но так как сейчас внуки переехали в свой дом, я вообще не хотела ставить елку. Но внуки сказали: как же так, когда мы придем, а Дед Мороз куда нам положит подарки? Вот, поэтому в этом году мы сделали такую вот маленькую альтернативу, и вместо сосны мы купили пихту. И я была так поражена, что настоящая живая пихта, и она похожа как на искусственную. Она такая шелковая, она такая нежная, не опадают елочки, вот эти вот маленькие ее иголочки. Вот. И мне это понравилось на самом деле. Во-первых, она и маленькая, и уютненькая, компактненькая, и плюс ко всему вот как бы, с таким шелковым видом. Я, конечно, была очень счастлива тому, что она вообще появилась в нашем доме. Но я сейчас про другое. Елки мы ставим все разные. Кто-то сосну, как мы в начале, сейчас вот пихту, кто-то вообще ставит искусственные елки. Так вот, хочу сказать, что если вы ставите искусственную елку, то, конечно, никакого запаха у вас не будет. И я вам хочу предложить вот такие вот, как бы, такой вот лайфхак, как говорят сейчас, такую вот штучку. То есть, если у вас искусственная елка, вы можете взять любую вату, раскрошить ее, распушить ее и побрызгать маслом пихты или маслом можжевельника. Во-первых, это будет санация комнаты, соответственно, вы уже будете дышать, как в сосновом лесу, в еловом. И когда люди будут, ваши гости, подходить к елке, они будут ощущать вот этот запах леса. И плюс ко всему, конечно, в наше время это профилактика простудных заболеваний. Подошли, подышали елкой, и все замечательно, все хорошо. Пошли, выпили рюмку. Пошли, выпили рюмку. Если не хотите разбрасывать вату, можно, конечно, спрей какой-нибудь, бутылочку от любого спрея, навести туда также масло пихты или масло можжевельника и сверху побрызгать елочку. Будет просто замечательно. Можно еще вместе с елочкой, обычно мы ее ставим где-нибудь к окошку, побрызгать из занавесочки. Когда будете проветривать комнату, будет происходить санация помещения. Это тоже будет плюсом к нашему сейчас времени. Ну, что еще хочу сказать по поводу застолья.
Подожди, сказать. еще рано. Подожди. Еще рано. Подожди пока. Хорошо. Да, ребят, у кого еще, все, кто нас слушает, дорогие друзья, ну вот мы сейчас, то, что я уже вижу, это Воронеж, Тамбов, Липецк, Орел, Дагестан, Кингисепп, Украина, так, Ивано-Франковск, Украина, Саратов, Самара, Екатеринбург, ну, еще не все прочитала. Скажите, пожалуйста, какие у вас есть такие интересные игры, ну, кроме песен? Я тут как бы прям мечтаю о празднике, потому что я уже забыла, когда подходила последний раз к роялю. Вот заодно и подойду, наверное, на праздник. Надо хотя бы размять пальцы до того еще как. И помните из «Джентльменов удачи», коль бы сегодня Марина про них вспомнила, кто живет на даче, да, «Джентльмены удачи», когда они играли в города. Вспоминаете? Чё такой мрачный? Когда кто-то сказал какой-то город, там, не знаю, например, Смоленск, Я а там это сидел. да, когда он говорит, Почему Караганда? Да я там сидел. я там сидел. Или там же какой-то еще Чимкент или что-то, какой-то там город. Почему? А там моя мама, там тепло. Вот как бы можно еще и в города в такие поиграть, а можно еще что-то. Какие еще интересные есть у вас идеи? Ребят, чем больше сейчас будет идей, чем веселее и интереснее пройдет вечер, тем больше заряд. Как Никулин говорил, Юрий Никулин знаменитый, даже маленькая кривая улыбочка убьет одного хотя бы микроба болезнетворного. Вот даже маленькая кривенькая улыбочка. Поэтому чем больше, тем Много всевозможных игр, но не хочу раскрывать все фишки, потому как завтра у нас корпоративчик. И если я сейчас все вам расскажу, то это будет уже неинтересно. Поэтому в общем, чтобы юбиляр раньше. Ждем от других пожелания какие-то или интересные игры. От Курска еще, да, привет, Курск, Светлана, привет. Слушайте, ну, ребят, я знаю, что все творческие люди, у нас в Вивасане творческие люди абсолютно все. Вот сколько я не говорила, где бы, с кем бы я ни разговаривала, с кем бы ни общалась, и даже не говоря о том, что пока не было в интернете такого серьезного общения, а на семинарах, а на Украине, вспомните, какие капустники были на Украине. Мы, помню, делали, и Украина в основном делала, да, Москва делала капустники. То есть это всегда творчество. Если у вас есть какие-то интересные варианты, делитесь. Хорошо. Так, продолжаем разговор. Можно мне вклиниться? Я Да? не про игры, я просто хочу в тему к Марине. Мы второй год ставим тоже пихту. У меня за спиной это пихта. Запах изумительный. Я сижу, и у меня ароматерапия. Запах. Всем советую. Просто чудо, просто чудо. Итак, мы, значит, тут проговорили про... А игры можно заменять города нашими названиями продукции. Ну, ребят, я про города-то пошутила, на самом деле. Хотя не самая глупая игра. Но, и вот смотрите, я еще всегда дома сценарий мы пишем, когда у нас какие-то мероприятия большие, или там юбилей, или там свадьбы, ну какие-то большие мероприятия. А когда просто в дом гостей, как-то обычно и нет. Так вот, что предлагать? Что вообще, какие там есть этапы? Встречаешь и приветствуешь гостей. Кстати, встреча и приветствие тоже иногда, когда хозяйка где-то там пюре делает, и вся еще в фартуке, тут гость пришел, в лучшем случае она ему дверь открыла и побежала назад. Это вот тоже важно. Вот игры на снятие психологических барьеров, и на знакомство, если гости не знакомы. Не знаю, как можно поиграть, если гости не знакомы, на знакомство. Но всякие игры, связанные с тематикой праздника, там Пасха, каравай на день рождения и прочее. Совместное творчество. Плохо себе представляю. Я просто специально выписала это, чтобы вообще, когда в интернете они показывают вот какие-то такие вот вещи, думаешь, господи, неужели они правда это чего-то делают? Представьте себе, вы пришли гости, мы сидим и рукоделием занимаемся. Я себе это плохо представляю. Но, может быть, если гости уже третьи сутки зависли у вас, то хотя бы дать им что-то полезное пусть сделают. Не знаю, например, там почистят коврик или свяжут салфеточки.
Обмен подарками, свободное общение, угощение и вот тематический спектакль. Кстати, во всех дворянских домах раньше они обязательно на праздник придумывали какие-то спектакли, причем они могли быть импровизированы. У нас это, конечно, все забыто, и если кто-то чего-то предложит, ну, в лучшем случае похихикают. Ну, не скажешь, вот ты дурная, но похихикать могут. Но вообще достаточно интересная штука, потому что здесь могут проявить себя все. Вот каждый гость как-то себя проявит. Поверьте, что это всегда очень и очень такое яркие эмоциональные переживания для каждого из гостей. А вот дальше ритуал прощания мне напомнило совсем про другое это. Ритуал прощания как-то страшновато. И я, в общем, посмотрела и думаю, господи, вот когда человек хочет понять и найти что-то в интернете, вот это самое приличное, что мною было найдено. Ну и то оно очень странное. Поэтому здесь мы закрываем эту тему и начинаем говорить о столе. Да? Ну, об украшении стола тут творчество столько, что вообще у каждой хозяйки она делает очень много. Кроме того, мы всегда готовим очень и очень много. Ну вот привыкли мы так. Это у нас тоже в русских таких традициях. Правда, и на Украине то же самое, и в Беларуси. То есть все вот это постсоветское пространство всем надо накормить. И сейчас я обратила внимание, что на столе ближе уже стол становится ближе к европейскому. Мы, конечно, на всякий случай наделываем эти салаты, но ближе к европейскому. И я, когда обращала внимание всегда в Европе, если приглашали в гости там или какие-то такие праздники были, то украшений стола очень много. Закусок 2-3 тарелочки. Но кажется, что весь стол, вот как вот здесь, буквально заставлен. Поэтому, кстати, гости тоже будут благодарны, если они не объедятся. Да? Итак, что мы обычно на стол ставим? Нарезки, закуски, то есть как аперитив, да, для разогрева аппетита. Салатики, горячий десерт. Вот то, что обычно на любом столе. И здесь не мне вам рассказывать о кулинарных рецептах. Это как раз вот у нас на прошлом эфире, когда я попросила написать, кто чувствует себя лучшим и в чем-то, у нас написали, кто написал, Жанет? Кто написал? Ольга Афонина, девочка, писала. Оля Афонина, кто написал лучше в кулинарии? Оль, слышишь нас? Ну ладно, потом разберемся. Хорошо. Ну, с нарезкой все понятно. Тут придумать можно только, как нарезать сыр. Потому что мы привыкли в советские времена сыр резать такими треугольничками длинными. Там колбасу понятно, куда без нее, как без нее. Но здесь можно сыр сейчас режут квадратиками, кубиками, вернее, такими. И подают вообще с медом или с чем-нибудь таким сладким. Ну, тут как бы все понятно. Очень выигрышно всегда ассорти выглядит. Сыр, колбаса и какое-нибудь мясо или там что-то из овощей даже можно для красоты. А вот что касается салатов, ну и горячие блюда тоже все понятно. Вот что касается салатов, вот здесь вот будет интересно. Марин, до твоего до твоего рецепта, Люда Бублиева, у тебя там какие-то рецепты были, да? Да, я хочу сказать, что я уже давно перешла на европейский стиль, я уже давно много не готовлю, я уже как европейка, сразу могу сказать. И я хотела с вами поделиться вивасановскими рецептами, очень легкими, после которых не будет тяжести, но это будет красиво и элегантно. Как его еще называют, такой рецепт, очень простой, обворожительный, новогодний. Что для этого надо? Это 4 мандарина. Это запах Нового года, где-то грамм 300 ванильного мороженого и, естественно, 2-3 капли масла эфирного апельсина.
Это новогодний десерт. Как его готовить? Надо взять мандарин, его где-то приблизительно пополам разрезать, крышечку снять, вынуть эту мякоть и взять эту мякоть, смешать вместе с мороженым, добавить туда 2-3 капли эфирного масла апельсина и все это поместить вот в эту кожуру из-под мандарина. И, естественно, красиво украсить и в специальные такие вазочки положить. Это будет такой обворожительный, будет десерт новогодний. Я думаю, он понравится как взрослым, так и детям. Это то, что касается десерта. Теперь я хочу поделиться рецептом опять вивасановским. Это из лосося. Дело в том, что это год быка, естественно, не приветствуется мясо, особенно говядина, и очень многие будут готовить блюда из рыбы. Здесь рекомендуется взять где-то рецепт такой, на 250 миллиграмм рыбы, лучше взять, это красную рыбу, вот такую, как лососевые, взять лук, он может быть шалот, может быть обычный, свежий огурец, укроп, зелень, сладкий перец, масло, лимон, оливковое масло и, опять же, наши эфирные любимые масла, такие как масло лимона обязательно, и наша любимая морская соль с травами, без которой не обходится, по-моему, ни один у нас дом. Каким образом готовить? Рекомендуется все это порезать ножом, чтобы это были кусочки, все это ножом порезать, все это смешать, посыпать сверху морской солью с травами и опять же положить какое-то красивое блюдо. Это будет очень такой легкий, очень легкий такой будет из рыбы, такая закуска легкая и с маслом лимона, и очень вкусно и полезно. И третье, я что хочу еще порекомендовать, мы все салаты заправляем какими-то приправками. Делаем какие-то соусы. И вот такой рецепт соуса. Опять же, здесь не обошлось без наших эфирных масел. Что рекомендуется? Взять 3 лимона, выжать из этих 3 лимонов сок, добавить туда одну где-то чашку оливкового масла, затем зеленый лук туда добавить, зубчик чеснока, порезать этот чеснок, добавить, и эфирные масла. Какие? 1-2 капли масла мяты или базилик, розмарин, масло туда апельсина, тимьяна добавить. И опять же приправки наши добавить, щепотку сахара. Вот это сделать такую смесь, это будет приправа для любого салата. Это будет вкусно и очень полезно, и легко. И это будет чувствоваться новогоднее такое настроение. И еще, если... Да-да, вы что-то, Ольга Васильевна, хотели сказать? Ольга Васильевна. Микрофон, Ольга Васильевна. Я старалась не мешать и совсем закрылась. Да. Я хотела вот что вас попросить, пока сейчас идет эфир, все, кто давали рецепты, напишите их, пожалуйста, ну, какие-то, я не знаю, куда, Игорь, куда лучше написать? Технически у нас директор сейчас скажет, куда лучше написать. Можно в комментариях написать, и все. Это будет нашим новогодним подарком для всех тех, кто присутствует сейчас на нашей встрече. И я вам еще скажу, кто еще написал нам сейчас. Так, сейчас. Это здорово, что напомнили с городами, да, правда. Хоровод вокруг елки. Ну, здесь можно как бы песенки какие-то, частушки можно очень весело сочинять. То, что вот Маринка придумала. Наташа Васильева пишет: ставлю искусственную елку и включаю аромадиффузор с эфирными маслами, пихта белая и можжевельник, наверное, тоже. Так, привет из Москвы, Деточкин Василий, привет, дорогой, Саратов еще. Хорошо, спасибо, ждем от вас тоже. Можно, Ольга Васильевна? Да, пожалуйста. Я как Жанетта, не чуть-чуть по теме. Я просто хотела поделиться своим результатом. Дело в том, что нас могут смотреть люди, незнакомые с нашим продуктом. И я именно для них хотела об этом сказать. Дело в том, что мы уже длительное время постоянно пользуемся нашим продуктом, нашими кремами, нашими эфирными маслами. И результат у нас идет по накопительной, мы иногда даже не замечаем. Я хотела о чем сказать. Я была как-то недавно у косметолога, делала массаж, и она первый вопрос, который мне она задала: делали ли вы уколы ботокса? Я сказала: нет, я никогда не делала. Для меня... подтяжку? Да, и для меня это было большим комплиментом. То, что косметолог, который меня первый раз видела, она
сразу оценила качество, вот именно подтяжка, тургор кожи. Это говорит о том, что по накопительной очень, это не быстро, так как у нас нет синтетических добавок в наших кремах, это все работает. И поэтому я всех приглашаю присоединяться к нам и пользоваться. Это будет результат. Кстати, да, спасибо большое. Кстати, не забывайте про комплименты. Приготовьте комплименты или просто замечайте на людях что-то такое, что можно им сказать. Ну как еще сейчас? Сейчас вообще нужно поднимать настроение каждому. Все абсолютно находятся в стрессе, но в депрессии тоже бывает, это более серьезный диагноз, да, а в стрессе уж точно. Поэтому надо вытаскивать людей вот из этого состояния, всем будет хорошо при этом. Вот сейчас желаю всем здоровья, это абсолютно актуально. На всей планете желаю всем здоровья, да. Вот здесь вот прям комплименты, это первое. Я сейчас просто коротенькую шуточку. Это в тот момент, когда я похудела. И когда вошла в магазин, в бутик, куда никогда не заходила, потому что, понятно, размеров моих не было. А тут они вот как бы думаю, дай-ка я зайду. Я захожу в этот бутик, там висят все как бы эти вещи маленькие, а это был самый такой у меня вес, когда 44 размер. Но я еще этого не понимала, я вообще не понимала такой цифры. И я захожу, я говорю, ну что у вас тут интересненького есть? На что она говорит, у нас нет ваших размеров. Я говорю, в смысле? Я уже хотела расстроиться. Она говорит, ну у нас все с 46-го начинается. Я застыла и говорю, а у меня какой? Она говорит, ну 44-й. Я говорю, Дашка, я сейчас выйду, снова зайду, и вы мне еще раз вот эту фразу, эту композицию, чтобы я ее наслушала. Я даже запишу ее. Ну, не записала, конечно, но наслушалась. Правда, девушка оказалась без юмора. Она абсолютно серьезно сказала, ну, хорошо, если вам это надо. Думаю, так, ладно, вряд ли это получится. Короче, говорите комплименты. Давайте говорить друг другу комплименты. Так, ну что, продолжаем разговор. Рецепты. У кого еще есть хорошенький рецептик? Люд, а ты пока пиши. Сейчас будем в комментарии все это в чате или я не знаю куда. В общем, это Игорь скажет куда. Кто еще у нас рецепты давал хорошие? Если есть люди, которые любят просто салаты из зелени, листья салаты, разнообразная зелень, их можно просто сами листья либо порвать, ну кто-то режет, кто-то рвет, тут уже на усмотрение личное. Берете любое масло растительное, туда капаете капельку лимона, капельку базилика и заправляете вот этим. А если туда еще и добавляется наша зеленая соль с травами, то это вообще просто восхитительно. Потому что салаты, они в любом случае, клетчатка необходима, чтобы переварить все, что мы употребляем в эту новогоднюю ночь и после. Поэтому вот такое оно будет помогать переваривать все, что мы скушали. Если туда еще аглиату, то это вообще классно. Да. Ну, можно мне тоже сказать? Да, Танечка, пожалуйста. Ну, во-первых, я скажу про елку. Ну, мне очень жалко всегда, когда рубят елки, и я всегда об этом очень страдаю, когда их выбрасывают. Я переживаю даже. Поэтому я себе купила искусственную елку. Не всех нас не позорь уже. Ну, я просто свою. Ну, просто мне очень жалко их. Их так долго растут, такие красивые. Очень жалко. Вот. А дома делаю ароматерапию с пихтом, композиция лес, вот это можжевеловое. И у меня тоже, новогодний такой аромат. Это во-первых. Во-вторых, я не вегетарианка. И мои мужчины тоже нет, мы очень любим все мясо. И я сейчас 2 рецепта дам, но вначале скажу, мы уже за месяц начали пить артишок. Готовимся к этому празднику, чтобы выдержала поджелудочная. Вот, еще, конечно, будем еще месяц пить после, чтобы поджелудочная легко сработала, чтобы желудок хорошо сработал. И, кстати, на праздники я всегда даю всем гостям артишок. И они всегда ждут этого, потому что, это обязательное, да, чтобы у нас пищеварение шло, и чтобы нам легко это усваивалось все.
Вот, что я хочу сказать про нашу соль. Мне многие мои клиенты говорят, ее столько много, что она у меня пропадает, мы не успеваем ее кушать. Вот я вам дам сейчас такой рецепт, который, ну, вы не будете успевать соль покупать, как это делаю я и мои некоторые клиенты. Я очень люблю курицу, которую беру курицу и просто майонез смешиваю с этой солью, больше ничего, и обмазываю курицу. И в духовку. Вы не представляете, это такой вкус, это так вкусно. Во-первых, она не портит форму. Вот эта соль, она же морская. И она по-другому работает на кожицу курицы. И это настолько ароматно, настолько вкусно, настолько мягкая курица, сочная, и никаких больше специй не надо. Это первое. Ну, я люблю такую еще очень, всегда готовлю ее, тоже, после которой нужно обязательно пить артишок. Я покупаю рульку, свиную рульку, переднюю ножку. Вырезаю оттуда косточку. И беру вот эту рульку и кусочек мяса, ну вот на место косточки. Беру, значит, соль, туда все специи, обязательно добавляю нашу вот эту соль, чеснока много, перца много, и все это обсыпаю, и у меня где-то лежит, ну вот на ночь положу, утром беру это мясо кусочек, в рульку закручиваю, потом беру вот эту вот пленку нашу пищевую, обыкновенную пленку пищевую, закручу все хорошо и шпагатом перекручу и ставлю варить. И варится это у меня, ну, часов 5. Чем больше, тем лучше. На медленном огне. Я это делаю всегда вот завтра, вот уже вечером я поставлю это варить. Потом я на ночь, я вот пойду в кафе, ой, простите, ладно, вот, и поставлю варить на медленном огне. Потом я ее достану, на ночь поставлю под пресс, вечером, а днем положу в холодильник и нарезаешь. Ой, это так вкусно, это так красиво, это так аппетитно, что это уходит в первую очередь. И после этого обязательно нужно пить артишок. Ну, это мы сейчас чуть-чуть попозже скажем, Танюш. Ну, я просто говорю, готовлюсь так к празднику. Ну, все. Ну, обязательно, конечно, помыться вот гель роза, чтобы тоже аромат такой был. Я тоже очень люблю. Кожа очень мягкая. После этого излучает такой аромат необыкновенный, что и даже духи не хочется после этого. Спасибо, Танюш. Ну, а теперь у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, ну, понятно, что это шишки, да? Скажите, пожалуйста, обращаюсь ко всем, но не в зуме, наверное. Шишки какого дерева вы видите? Кто узнает? Кедр. Так, дальше. Дальше. Ой, простите. Там пишет кто-нибудь у нас, Игорь? Я все кидаю в чат. Собираю со всех. У меня просто, когда открыта демонстрация, не вижу. Можжевельник, миндаль, наверное. Что? Можжевельник. Это миндаль. Можжевельник, так. Миндаль. Ну что, открываем тайну. Сейчас я сдвину вот это, у меня было вот так вот. Марина, рассказывай, начинай свой рассказ. Что это? Это салат, который я делаю практически каждый год на Новый год. Но здесь вот есть морская соль с травами, аглиата и так далее, и так далее. Это, конечно, компания Vivasan, все продукты. А внутри этого салата... Да, просто перечислила. Да, внутри этого салата есть рецепт определенный. Вот я его Здесь картофель, курица, да, маринованные соленые огурчики, яйца и так далее, и так далее. Но что хочу сказать. В принципе, внутри
может быть все, что угодно. То есть какой салат вы придумаете, такой он и будет. Но само украшение очень оригинальное. Я когда-то его увидела тоже в интернете. И вот эти веточки розмарина с миндалем, они как раз вот создают вот эти эффект шишки. Но если у вас нет розмарина, вы можете взять также, когда вы украшаете свою елку, наверняка остаются какие-то веточки. То есть веточку пихты, веточку можжевельника, веточку просто сосны можно положить. То есть это как бы, если совсем уже нет ничего, вот вообще никак, можно украсить, ну, здесь уже фантазию немножко нужно включить, и здесь можно украсить зеленым луком, его покрошить и выложить таким образом, как будто это будет веточка. На самом деле салат получается очень вкусный и оригинальный, что самое интересное. Когда на столе видят вот эти шишки, то сначала, конечно, восторг, потом начинают спрашивать, а что это? Ну, а когда начинают уже пробовать и кушать, тогда это уже третье. Вот. Я рекомендую, конечно, всем вам попробовать и сделать, проявить свою фантазию, но вот именно как бы обыграть внутри своим салатом. И я даже могу вам сказать, что давайте, предлагаю вам, давайте после Нового года в ближайшие наши трансляции мы выложим фотографии, у кого какие получились шишки. Точно, это будет конкурс, конкурсная программа. Конкурсная. Или хыхки, или фывки. Помните, как в детском стишке, когда учились? Да не фывки, а сыски. Поэтому у каждого свои будут сыски, фывки, хыхки. По поводу, хочу добавить вот выступление девочек, хочу сказать, что действительно нас смотрят не только вивассановцы, может быть, а те люди, которые вообще далеки от вивассана. И по поводу эфирных масел хочу сказать, почему мы так вот везде их добавляем. Во-первых, эфирные масла очень высокой технологии очистки, и их можно принимать вовнутрь. Компания Elixon Aromatic предоставила компании Vivasan эту возможность, вот этих именно очищенных высококачественных масел. Поэтому мы легко вот так даем эти рецепты, потому что сами проверили уже на себе, и, соответственно, компания Elixon Aromatic дает эту возможность, и они сертифицированы, соответственно, их можно и даже нужно в данный момент принимать вовнутрь. Что хочу еще сказать по поводу приема пищи. Перед тем, как садиться за стол, ну, рекомендуют, конечно, там выпить стакан воды, чтобы желудок как бы немножко уже начал работать. Я еще рекомендую выпить, есть такой у нас биологически активная добавка, нигинол называется, компания Vivasan. Нигинол – это черный тмин. Он очень хорошо будет как раз во время употребления всего, чего мы будем употреблять. Мы же не будем сидеть и смотреть, вот это я съем сегодня, вот это нет. Конечно, мы будем пробовать все. И нигинол нам поможет в этом, чтобы не было никаких реакций аллергических. И рекомендую, конечно, 2 капсулы расторопши выпить. Расторопшу вы все знаете, это помощь нашей печени. Тоже компания Vivasan. То, что предлагает сейчас аптечная сеть, об этом умолчу, потому что очень высококачественную продукцию выпускает Швейцария. И если вы хотите об этом узнать, то можно перейти в любой наш чат или в любое видео посмотреть, где очень много рассказывает. Вот, кстати, Люда Бублеева, она провизор, она очень много рассказывает об этом и дает рекомендации. По поводу... Что там, Ольга Васильевна, еще могу говорить? По Сейчас, поводу... Марина, подожди секундочку, я тут пару слов просто скажу, Да. поскольку я же вытащила это все, да? Да. Вообще микрофон у меня работает, нет? Да. Отлично.
то вот как раз вот эти самые советы, как не переесть. Стакан воды до еды, пару ложек отрубей, ну, как бы вот так вот. И в течение дня, что очень важно, до праздничного ужина не позволяйте себе голодать. Для того, чтобы потом вечером, знаете, как, ой, нет, я ничего не буду, я там вот пойду на праздник. Вот чтобы с ногами в кастрюлю не залезть, лучше, чтобы был завтрак и какой-то обед, и тогда уже можно поспокойнее себя вести за праздничным столом. Во время застолья, ну, тут сухие вина лучше, чем они без сахара, и чем крепче напиток, тем больше калорий. И чтобы не переесть, это овощи. Налегать на овощи, потому что они быстро заполняют, ну, и вот всякое такое. Так, ну, не буду больше я вот здесь вот уже говорить. А вот теперь следующая тема. Конечно, мы говорим-то все умно. Что нужно делать, чтобы не переесть? Но когда на столе вот такие шишки, Лидия Митрофановна, видимо, знала про этот салат, да? Она сказала миндаль. Я не сразу как бы это самое даже поняла, что за дерево такое. Миндаль, где такие шишки растут. Потом поняла, что она орехи имеет в виду. Если все-таки это случилось, как минимизировать его последствия? Да, Марина сказала, что нужно до того, но смотрите, что рекомендуют доктора. Ни в коем случае после вот такого перееда не ложиться и не сидеть. Лучше хотя бы как-то подвигаться. У нас этому учат еще всегда, я очень помню с самого начала, Таня Полухина. Как только из-за стола музычка зазвучала, Таня уже пляшет. Ну, вообще у нас все практически отличаются этим. Если переели, выпить стакан кефира, ну, здесь я не знаю, поможет ли это пищеварению, вот прям так сильно. У нас артишок, крем-тимьян на живот вместе с фенхелем или фенхель внутрь. Мы точно знаем, что это работает. И еще один очень разумный совет. Ни в коем случае на следующий день не устраивать разгрузочные дней. Организм помнит, потому что вот при недоедании он замедляет обмен веществ, и значит после вот этого переевшего дня он еще замедлит, и еще будет меньше расходовать калорий. Вот. Ну и много воды лучше пить. Это такой же стресс для организма, как и голод. Марин, ну что, если все-таки переел, есть что сказать? Ну да, конечно, если все-таки переел, ну вы уже сказали, но знаете, такое бывает, что чувство такое, ой, больше не могу, а надо попробовать этот торт. И вы понимаете, что он уже и лишний, и что он уже не влезает. И понимаете, что, а если не попробую, что сам себе не простишь. Соответственно, здесь крем-тимьян с маслом фенхеля на влажную руку, наносите буквально 0,5 сантиметров этого крема, идете в ванную, наносите это все на живот, как я говорю, наносите на весь ливер, хуже не будет. То есть нанесли круговым движением это все, и буквально через 2-5 минут, у каждого по-разному, но я вот ощущаю на себе, такое чувство возникает, что ты вообще голодный и ничего не ел. И тут, конечно, торт весь. И есть что вспомнить на завтра, потому что завтра ты его не будешь. Это первое. Второе, если все-таки переел, ну, конечно, мы готовимся перед тем, как встречать Новый год. Естественно, мы приходим в компанию Vivasan, покупаем артишок, покупаем крем-тимьян и так далее. Конечно, артишок нам в помощь всем. Если нет артишока, мы, значит, опять возвращаемся к нашим любимым эфирным маслам. Масло фенхель. Масло фенхель мы можем на сахарок, обязательно на какой-то эмульгатор, даже на маленькую там пол чайной ложечки меда, 1 капельку, 2, и с водичкой выпили. Хорошо пить минералку, именно с газами. Почему? Потому что вот минеральная вода, она как-то облегчает вот это все. И вот эти пузырьки, они дают возможность как бы побыстрее все это нам переработать. По поводу алкоголя, говорить сейчас или попозже? У нас это уже, подожди, это уже следующая страница. Я ее сейчас открою, вот, потому что я ее не открывала, чтобы юбиляр раньше времени не обрадовался. Что делать, если перепил?
Давайте начнем с того, чтобы не было этого перепия. Хочу сказать сразу, что опять же возвращаемся к нашим эфирным маслам замечательным. И здесь можно удивить не только себя, если вы никогда это не делали, но и своих гостей. Когда в алкоголь любой, даже может быть самый дешевый, вы добавляете, опять же, наши любимые эфирные масла. Например, начинаем мы всегда Новый год с шампанского. И вот эту вот крышечку мы открываем, а вы когда-нибудь задумывались о том, что вообще за проволочка, которая держит вот эту пробочку? Никто никогда не задавался вопросом, откуда она вообще взялась. Ну, не буду ждать комментариев, скажу сразу, а то по времени мы можем немножко не успеть. Это господи, забыла, как я назвала ее, пробочку, которая держит. Проволока. Проволока, боже мой, забыла, как она называется. Но это мы называем проволока. На самом деле она называется очень таким красивым словом мюзле. И оказывается, вот это мюзле держит пробку, и к этому приложила свою руку мадам Клико, которая в свое время имела отношение к шампанскому. Так вот, эта мадам Клико, кстати, в честь нее и было названо еще шампанское «Вдова Клико». Так вот, эта мадам, чтобы игристые вина не выбивали пробку, из своего корсета вынула эту проволочку, и таким образом вот сделали вот это мюзле, которое стало держать эти пробки. И оказывается, что в этой проволочке ровно 54 сантиметра. То есть, ну вот сколько было у нее в корсете этой проволоки, столько она и вынула. Но это так, небольшой, как бы, такой исторический факт. Интернет нам всем в помощь. Ну, да. Так вот, шампанское, какое бы оно ни было, иногда вроде и берешь дорогое, и вроде смотришь, и вроде как и должно быть хорошим, а открываешь, ну, ни о чем. Так вот, чтобы не разочароваться, мы туда добавляем масло апельсина. Вы не представляете, какое становится шампанское. Оно становится не то что вкусным, игристым, и самое интересное, оно совсем играет другими красками. И когда ты выпиваешь, ты понимаешь, что ты вроде не то покупал, а на самом деле это получается вот просто очень вкусно, такой вкус. Попробуйте обязательно. Изысканный вкус. Изысканный, да, изысканный, именно изысканный. Это шампанское. Потом мы продолжаем или вино белое, или вино красное. Так вот, в красное вино добавляем тоже эфирные масла. Но это, опять же, никто не заставляет. Если вам нравится, пейте чистое. Ну, как для эксперимента в этом году. Почему нет? Сегодня 2020 год такой непредсказуемый, что мы можем себе это позволить. Встретить этот 2021 год по-другому немножко. Так вот, в красное вино можно добавить и розу, и иланг-иланг, и апельсин. То есть вот эти масла, они дадут тоже какой-то свой определенный изыск и аромат вину. В белое вино можно добавить мяту, лимон. Но здесь опять же розмарин можно посмотреть. Опять же в зависимости от того, какое крепленное вино или сухое. Добавили, выпили немного. И да, водка. Осталось много. Пошла водка. Вот послушайте, если вы это все добавите в свои любимые напитки, то на следующий день будет совсем все по-другому. Если водку мы можем сделать абсолютно любой. Хотите сделать водку можжевеловую, добавьте можжевельник. Хотите анисовую, добавьте фенхель. Хотите разнотравие луговое, добавьте 33 травы. Это будет просто изумительный вкус. И что самое интересное, на следующий день у вас никогда не болит, не заболит голова. Это уже проверено 150 раз. Ты знаешь, вот не поверишь, ты так убедительно, что кажется, что ты профессионал.
Я профессионал, да, да. Ага. На самом деле, почему я так рассказываю? Несколько лет назад я попала в Ростов в командировку и, соответственно, ночевала у своего кума. И жена у него вообще не пьет. И кум достал водку, потому что он военнослужащий, и кроме водки они там особо ничего не пьют. Да он и слова другого не знает, наверное. Ну, Просто не знает. И я добавила туда 33 травы. И получилось так, что долго мы сидели, долго пили. На следующий день он вечером позвонил, что он якобы не выйдет на работу, но на следующий день утром, когда мы проснулись, его не было дома, он ушел на работу. И когда он вечером пришел и говорит: слушай, ты, говорит, как шаманка, говорит, столько выпили, и я утром встал, как огурец, и пошел на работу. Расстроился, поди. Расстроился, да. Ну, здесь есть и свой минус, да. Ну, была Есть... причина, да, не ходить на работу, а тут вот чего. То есть Нет, самая ну, главная мысль, если ящик водки куплен, надо срочно ехать в Вивасан покупать масло, чтобы было на следующий день отличное состояние, да? Души и тела. Юль, если про ящик, это же известная вот эта притча. Пашка, всегда мало. Сколько бы водки ни купил, ее никогда не хватает. А продолжение этой притчи следующее. Пошли дурака за бутылкой водки, он ее, дурак, одну и принесет. Потому что если послали, тут уже не одно, а надо как-то побольше. Тут у нас Тогда надо 3 масла однозначно брать. Тут у нас привет из Кипра, Надюша, наверное, Криничкина, которая пишет: ой, красивые, нарядные, веселые, посылаю вам солнечные, жаркие поздравления с Кипра. Так, мы хотим тоже к вам. Светлана Богданина. Сначала она обидела твой салат, Марин, назвала его интересной курицей. Оказывается, это была не шутка, а издевательство, потому что дальше она написала: веточки розмарина и орешки миндаля. Но Лида Шунина тоже про миндаль написала. Таня Юсова написала: лиственница. Умно, интеллигентно. Вот. Действительно. Кто-то сказал про кедр. Можно еще к списку добавить то, когда мы переели, когда есть чувство тяжести, а хочется все-таки еще взлетать, полетать и потанцевать. Яблочный уксус – это просто находка. 2-3 таблетки, и вы просто забыли о том, что вы что-то ели. Облегчение наступает очень быстро, и мясо будет вас ждать дальше вместе с салатами. Внимание, будьте осторожны. Юля имеет в виду яблочный уксус в таблетках. В таблетках Вивасан. Потому что если вы имеете в виду тот, который продается в магазине, спасибо, там надо выбирать, мы в этом не профессионалы. И я вижу, что Люда Бублиева, спасибо тебе огромное, уже свой подарок для вас всех выложила. Фруктовый десерт, закуска из свежего лосося. И все, да? Вот 2 рецепта, но очень тщательно прописанных. Спасибо, дорогая. Вот вам уже подарок готов. И пару слов просто, если все-таки не подрасчитали, и голова болит, и себя плохо чувствуете после выпитого, тогда скорая помощь. Но скорая помощь не 0,3, как мы обычно, а масло фенхель. Здесь оно принимается, внимание, одноразово, то есть 5 капель за 1 раз вы выпиваете с большим количеством воды. То есть воды должно быть 2,5, кто сможет 3 литра воды теплой, для того, чтобы фенхель вывел это все из нашего организма. Для того, чтобы он вывел, нужна обязательно вода. Это говорю о том, что, еще раз повторяю, это скорая помощь на 1 раз. Конечно, если есть у вас дома артишок, если у вас есть флоромакс, то все это вам в помощь. Обязательно это пейте и принимайте. Вообще пейте больше воды. На самом деле вода очень хорошо поможет вам в переваривании пищи. А вообще, если воду пить без фенхеля в таком состоянии, она пойдет одним путем. А с фенхелем другим путем. Ну, не буду называть, вы все поняли. Потому что тут концепция в корне меняется.
концепция меняется с фенхелем. И не забывайте, что все эфирные масла мы принимаем внутрь через эмульгатор. Их живьем нельзя разбавлять в воде. На сахар, на мед, на молоко, на что угодно. Ладно, спасибо, Марин. Не забывайте ставить нам лайки, делиться нашим эфиром. Вдруг кому-то это спасет праздник и не испортит наши рекомендации и советы. Это важно. Так, кто нас Еще смотрит? тот же фенхель. Можно добавлю? Ну, Тот же все, последняя добавка. Он как скорая помощь помогает не только организму, но и лицу, для того, чтобы снять отечность. Вот. Добавляем 1, максимум 2 капельки в любой наш крем из Вивасана, крем Вивактив, лосьон календула, крем календула, и наносим на лицо, чтобы снять отечность. Угу. И не забываем ставить лайки на все видео, где вы смотрите. Оставляйте заявки. Если вам интересно узнать больше о продукции, с вами свяжутся все, кто вас пригласили. Скажи, чтобы анкеты заполняли. Анкеты заполнять обязательно. И ставить правильно номер телефона, чтобы с вами могли связаться. То есть, если это Россия, мы пишем +7 900 и так далее. Если это другая страна, мы пишем плюс, код страны и далее номер. Угу. Спасибо, Юлечка. Ну, тут еще, значит, рекомендуют, поскольку на работу когда-то все равно нужно выходить. Но это еще это люди, которые пандемии не знали, писали. Вы же понимаете. Сейчас у нас как бы нету проблем таких. Но те, которые все-таки как-то выходят на работу, и чтобы было полегче, вот, то накануне этой работы рекомендуется уже не употреблять алкоголя, в смысле похмелья, здесь погулять лучше с детьми и близкими на воздухе, а если сильный мороз, которого тоже не наблюдается, ну, я не знаю, если только, может быть, в Якутии, и то там, по-моему, сейчас такая же погода, как на юге, то в спортзал. С Новым годом всех, с наступающим. Надеемся, что все будет хорошо. Я тут картинку вот приготовила, она какая-то кривенькая получилась, ну ладно. Здоровья, счастья, подождите, я один пункт не сделала. Если я его не сделаю, я сама себе этого не прощу. Так, подождите. Пусть нас, как говорит, забанят, да? Сейчас пока, если у вас есть вопросы или вы хотите поделиться какими-то рецептами, кто еще хочет поделиться вперед из песней, я просто тороплюсь, что мы уже долго это делаем. И кто сейчас давал рецепты, пожалуйста, напишите их в комментарии. Слышите? А то вы поговорить-то, пожалуйста, всегда. Так, подождите, я вот это уберу. А то, что я хотела, оно почему-то потерялось у меня. Но я надеюсь, что все-таки... Вот, я нашла. Я нашла, поэтому сейчас включу музыку. И перед тем, как проститься, да, пожелать вам хорошего настроения, конечно, улыбок, счастья, радости. Не забывайте, что жизнь у нас одна. Ждать, когда это все кончится и потом поживу, это невозможно. Живем сейчас, радуемся. Солнце, сегодня я прям увидела солнышко, вспомнила Люду Бублиеву, говорю, ты посмотри, витамин D-то как распоясался, прямо на всю Ивановскую. Еще куда-то глянула, еще вспоминаю. Пошла по улице гулять, Жанету Карганову вспоминаю. Или Митрофанну Шунину, которая, говорит, пугает меня. Я 17 тысяч хожу шагов. У меня 10 тысяч – это подвиг разведчика. Вот. Лезу в какой-то. В общем, мы всегда друг друга вспоминаем. И всегда мы все друг другу нужны. Ради этого и живем. Поэтому создавайте сами себе настроение, потому что от нас зависит настроение наших близких. Еще раз, 1000 раз говорят все эти вирусологи, что только страх. Кстати, Ванга, вчера там что-то была какая-то передача, я боюсь это смотреть обычно, но тут влезла. Думаю, ну пандемия до меня добралась все-таки. Я, значит, влезла, села, стала ее смотреть. А она говорит, первое, и что-то такое говорит о том, что не бойтесь ничего, да, будет болезнь, она там говорит, но не бойтесь. И те, которые будут бояться, будут болеть и многие умирать от страха даже. Вот нельзя бояться. Никакого страха нет, мы все победим. И живем, продолжаем жить.
Так, ну что, заправка от салата или для салата? Люд, ты что там написала от салата? Я исправила в конце. Для салата. Я же тороплюсь. Я думаю, это можно еще и в группу выложить. В нашу группу можно Мы выложить. ждем рецепты всех, кто... Вы видите, всех рассмешила. Салат это сильно, правда. Заправочки выпил чуток, и уже салата не захочется. Пишите нам, пожалуйста, следующая наша встреча будет уже, потому что 31 это четверг, и мы встречаемся в понедельник и четверг. Следующая наша встреча будет в следующий понедельник, 4 января, уже в новом счастливом 2021 году. Счастливом, веселом, радостном. Ну, в общем, все будет хорошо, чего мы говорим-то. И следите за своими мыслями. Никакого негатива, никаких плохих мыслей. И не вот как раз то, с чего я начала, русская традиция себе проблемы придумывать. Чтобы потом сказать, я так и знала. Ну, типа я Ванга тоже. Я правильно говорю про Вангу? Это ее имя? Да. Хорошо. Она, кстати, тоже сказала, что все будет хорошо. И почули в кошелек обязательно. А, Юлька, хоть что-нибудь в конце. Еще, Ольга Васильевна, не случайно я ошиблась. Все масла, они улучшают пищеварение. Вот. Значит, от все-таки надо ставить, чтобы оно улучшало. Ну что, дорогие мои, давайте по слову скажем, по одному слову, не больше, по одному слову. Вот я сразу говорю, радости. Следующий. Счастье. Здоровье. Благополучие. Любви. Веселье. Хорошее Денег. настроение. Что там, Игорь, ты что сказал? Денег. Процветание. Радости. Ну что, я хотела эту песню, чтобы была со словами, но говорят, там всех банят. Поэтому я поставила минус. Слова вы сами допоете. Без сомнения, вдруг коснется и хорошее настроение не покинет больше вас. Дальше слов не знаю. Спасибо, мои дорогие, всем хорошего настроения, здоровья, счастья, радости, когда вместе мы точно победим. Пока, будьте здоровы, в новом году, до встречи в новом году. Пока-пока.